Я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. За окном зима, мороз, снег, и праздники вроде как уже закончились, но это вовсе не повод отказывать себе в чем-то вкусном и, может быть, даже праздничном. Ведь праздник можно себе самим устраивать каждый день. Поэтому сегодня готовим очень вкусный, очень богатый, по-настоящему праздничный кекс, орехово-клюквенный кекс. Следите за руками. Поехали! Форма у меня прямоугольная, можете брать круглую, можете брать квадратную. Ее необходимо заранее смазать сливочным маслом. Тонким слоем, чтобы кекс из формы можно было извлечь легко и просто. Пока форму отставляем в сторону. Да, пожалуйста, прежде чем смотреть видео с рецептом, поднажмите там на лайки. И не забывайте писать комментарии, делитесь впечатлениями, идеи подкидывайте. Это все тоже очень-очень важно. Духовку сразу разогреваем до 350 Фаренгейта, 180 градусов Цельсия. Берем чашу для смешивания, достаточно вместительную чашу для смешивания. Просеиваем туда муку. Вы помните, да? Ничего не меняется. В процессе обязательно пританцовываем. Так выпечка получается еще вкуснее. Добавляем щедрую порцию хорошего настроения. Это обязательно. Туда же в чашу добавляем разрыхлитель и соду. Предпочтительнее и то, и другое. Так качество кекса, мякиша кекса получится гораздо лучше. Чтобы добавить кексу праздничности, немного корицы и чуть-чуть мускатного ореха. Я использую не молотый орех, а цельный орешек, натирая его на мелкой терке. Так, на мой взгляд, получается гораздо вкуснее и ароматнее. Сахар. Я использую коричневый. Можете брать белый или использовать сахарозаменитель. Как вам больше нравится. Коричневый придаст кексу такой карамельный, еще более праздничный вкус. И сразу все эти сухие ингредиенты перемешиваем венчиком для равномерного распределения. Главное хорошо размешать сахар, особенно если вы используете коричневый, чтобы не осталось никаких комочков. Да, и обязательно чуть-чуть соли для баланса вкуса. Тоже хорошо размешать. Ну и теперь остается добавить главные ингредиенты кекс. Орехово-клюквенный. Значит, туда нужно добавить орехи. Я буду использовать пекан. Можете брать грецкий, фундук. В общем, берите то, что вам больше нравится. Но мне кажется, что пекан здесь вот прям идеально подходит. Орехи я не добавляю целиком. Их необходимо поколоть ножом. Ну, какие-то кусочки совсем мелкие, какие-то чуть крупнее. Тыц-пыц, тыц-пыц, проходимся по орехам ножом. Да, дополнительно пекан, как и любые другие орехи, лучше слегка, вот буквально 5 минут подпечь в духовке, так они будут более ароматными и вкусными. Высыпаем их в чашу к сухим ингредиентам. И, наконец, клюква. Я использую клюкву замороженную, покупаю ее вот так вот в свежем виде в пакетах, сразу бросаю в морозилку, и она там долго-долго хранится, оставаясь красивой, вкусной, полезной. Я ее не размораживаю, но так как клюква у меня достаточно крупная, я ее тоже порублю ножом. Опять же, на средние кусочки, не слишком мелко, не слишком крупно. Если у вас клюква мелкая, можете использовать целиком. Измельченную клюкву отправляем в чашу к остальным ингредиентам. Ну и заключительный штрих – нота, или, если хотите, аккорд цедры апельсина, которая тоже идеально сочетается и с клюквой, и с пеканом, и с корицей. И сделает не только кекс более ароматным и вкусным, но и наполнит дом ароматом вот того самого праздника, который мы сегодня хотим создать. Как всегда, берем только самую верхнюю оранжевую часть, чтобы ничего не горчило, самую ароматную и вкусную часть. И теперь еще раз все содержимое чаши перемешиваем венчиком, тщательно распределяя все ингредиенты, обваливая в муке кусочки клюквы, орехов. Эту чашу большую пока отставляем в сторону и берем чашу поменьше. В нее добавляем молоко, лучше использовать молоко комнатной температуры, яйца, тоже лучше комнатной температуры. Растительное масло. Лучше использовать именно растительное масло, а не растопленное сливочное. Так кекс получится более влажным внутри. И для такого, что ли, уюта во вкусе и аромате добавляем немного меда. Если мед не любите, ну или аллергия, то можно использовать какой-нибудь сироп. Или вообще все количество, вот это вот сладкое, взять сахаром коричневым, белым или сахарозаменителем.
И все это также необходимо перемешать с помощью венчика. Но при этом взбивать ничего не нужно, поэтому опять же нет смысла использовать миксер. Просто все хорошо перемешать. Возвращаемся к сухим ингредиентам, вливаем туда жидкие и все это хорошо, тщательно перемешиваем с помощью лопатки. Тщательно, но без фанатизма. Как только все соединилось, сухие ингредиенты полностью объединились с жидкими, муки не осталось, невостребованной, тесто готово. Перекладываю его в форму для кекса, смазанную маслом, помните? Тесто получается очень вкусное. Тут главное не съесть все еще до духовки. И все. Ну как, все. Ставим форму в духовку. В духовку уже разогретую до 180 градусов Цельсия, 350 Фаренгейта. И выпекаем все 55-60 минут. 50-60 минут. Готовность можно проверить с помощью шпажки, зубочистки, ножа. Втыкаем внутрь, достаем, если чисто, сухо, значит готово. Но смотрите, ничего там не сожгите. Духовки у всех разные, поэтому следите. Как это вкусно пахнет. Невероятный просто аромат. И в доме сейчас вообще вот этот вот потрясающий праздничный запах повсюду. Даем кексу буквально минуту отдохнуть в форме. И затем, оп, из формы извлекаем. Так он получается пышный, красивый, ароматный. Невозможно. Ну и дальше уже дело вкуса. Можно есть кекс еще теплым, дать ему совсем слегка остыть, и можно начинать. Можно дополнить шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками. Можно дать полностью остыть, в полностью остывшем виде кекс тоже очень-очень вкусный. Слегка, словно снегом, можно припудрить кекс сверху сахарной пудрой. Ну и нарезаем и наслаждаемся. Пахнет просто невероятно, очень празднично пахнет. И он такой весь прям, вот эта вот хрустящая корочка сверху, мякиш такой прям видно, рассыпчатый, влажный. Вот он прям вот, Это очень вкусно. Вот эта клюква, распределившаяся кислинкой по такому пряному, сладкому кексу, орехи. Это просто невероятно, очень вкусно, очень богато, по-настоящему праздничный кекс, которым вы обязательно должны себя побаловать или побаловать, или и то, и другое. Себя и непременно своих близких и самых любимых. Ну, это какая-то вкуснота невероятная. Пахнет Празднично. празднично, прям в какой-то мерзкий зимний день, такой пасмурный. Ну, не прям мерзкий. Окей. В холодный пасмурный зимний день, вот такое, мне кажется, прекрасное зимнее чудо. Хотя, мне кажется, можно в любое время года. Какой насыщенный вкус. Столько всего происходит. И орехи, и клюква, и какие-то прекраснейшие цитрусовые даже я чувствую. Я бы сказал, про вот этот прекраснейший кекс, сказал бы, нарядно. По-другому не скажешь. Очень вкусно. Всем срочно надо. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео, напомню, жду ваши лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали, и приводите сюда своих близких, друзей. Чем нас здесь будет больше, тем рецепты будут выходить чаще. Разные видео с рецептами, путешествиями. А еще приходите на мой телеграм-канал, в инстаграм, в общем, все ссылочки там в описании под видео. Всем желаю отличного, вкусного настроения. До новой скорой встречи. Пока-пока.